Что потянет одна солнечная панель в мощность 280 Вт, 10 ампер в стоимость $35. Кстати, хочу сказать сразу, что это отличный вариант для балкона. И многие ребята спрашивают, нужно ли ее заземлять. Все, что до 60 вольт, это максимум, заземлять в принципе не нужно. Нет такой необходимости. Сейчас вот подробно покажу, расскажу на деле. Но сперва я хочу запустить стиральную машинку, потому что многие ребята думают, что вот это все оборудование не потянет, вот эти инвертора примитивные, в особенности шим-контроллер, который там кто-то рассказывает, что он 20% дает. Он не 20% дает, намного больше. Я сейчас докажу, покажу и расскажу. Так, вот я сейчас показываю вам. Вот, стиралка отключена, да? Вот я включаю ее сейчас в инвертор. Запускаю стиралку. И мы сейчас посмотрим, как сильно она будет просаживаться. То есть, вот я показываю сразу одним кадром. Вот я выключил, сейчас экран потухнет буквально пару секунд. Ну, все, потух. Я ее уже не включу. Все, запускаем снова инвертор. Запускаем стиралку. Да, вот эту программу мы включаем. 15-минутную я здесь в ней стираю. Вот. Значит, аккумуляторы у меня были полностью заряжены. Сейчас 2,8 ампера потребляется. Ну, для ее запуска там помпа включилась, сейчас набор воды, программы, плюс вот это все. То есть целый день можно спокойно стирать, не переживать о том, что нет электричества. Панель 280 Вт, и тем не менее мне на целый день хватает. Холодильник 280, там 270 Вт он где-то. Вода пошла. Холодильник у меня целый день. Значит, видите, да? Может работать. И хочу сказать, что сразу солнечная панель дает далеко когда не 280 Вт, а дает там больше, чем 300. И та, в принципе, другая солнечная панель больше дает. Я расскажу позже немножко. Ну, в принципе, в них всегда пишут номиналы. Кстати, смотрите, просадки нет. Сейчас еще добор воды идет. Барабан будет запускаться. Такая небольшая просадочка. То есть, если здесь бы падало на 10,5, 11,5 вольт, то тогда это говорило бы о том, что шим-контроллер действительно там забирает 20%, ну, отдает 20%, до 80% сжирает. Шла бы, ну, просадка бы, вся бы нагрузка шла бы на аккумулятор. Оно сейчас вот добирает воду, и уже полный барабан крутится. Вот. Ну, еще добирается вода. Так что вот так, друзья. А бойлер можно кипятить другим хитрым способом, потому что сюда напрямую 1,5 киловатта как бы включать, если надолго не хватит, как бы панель вам не даст 1,5 киловатта, естественно. Она там максимум там может полкиловатта выдать, это максимум, но ведь вы должны понимать, что это не то, что нам нужно. То есть вот у нас работает сейчас стиралка, просадочка. Вообще ерундовая просадочка буквально вот идет, как видите. Вот. Если 1,5 киловатта использовать, то этих аккумуляторов, ну, хватит на час. Да, эти аккумуляторы ниже, чем... Люди, посмотрим, сколько ампер там сейчас валит. 3,3 ампера. То есть стиралка вполне работает, просадки нет. Еще до сих пор кто-то считает, что шим-контроллер что-то там съедает. Если я сейчас сюда что-то мощнее включу, то солнечная панель, вот это, что $35 стоит, 250 Вт, она будет выдавать 10 ампер и даже больше. Она там будет и... Вон сейчас, видите, он. Я сейчас еще хочу вам очень важную информацию рассказать. Для тех, кто не знал, подключается сюда солнечная панель, аккумулятор, полярности не путаем, чтобы не было никакой ерунды. Потому что может все замкнуть и все перегореть. Как видите, стирает. Просадки нету, еще раз говорю. То есть, как видите, не так-то уж и много и берется. Здесь вот 7,8. Но, видно, холодильник отключился. Здесь вот, как видите, такая просадочка чуть-чуть есть. Здесь нет. Вот, выключаю, вот сразу увидите, сейчас он, оп, стиралка и отключится. То есть все, не включу. Вот провод от стиралки идет вот на инвертор.
Запускаем. Она и включилась. Выключаем. То есть многие ребята считают, что вот эти все шим-контроллеры это ерунда, но я скажу, нет, они в цене доступны, они там от 10 до 30 долларов могут стоить. Да, согласен, что тут сразу в инструкции пишется, что не больше 500 ватт должна панель подключаться. Потому что если вы подключите больше, чем 500 ватт, ну, они типа специально говорят не больше 500 ватт, потому что в панелях всегда показывают заниженные показатели для того, чтобы не было к ним претензий. Вот у нас. И включится. Оп. Оп. Магия. Продолжай, родная. Так, это паузу, наверное, нажал. Нет, это продолжить нажал. На старте, то есть небольшая там просадочка пошла. Вот. И тем не менее, все будет хорошо работать. Можно сразу же делать слив. Поэтому как-то так. Можно спокойно пользоваться стиралкой. То есть без тена, чтобы тен не был включен. Потому что тен, еще раз говорю, надолго аккумуляторов нам не хватит. Для тех, кто не знал, мы должны 12 умножить на 62 ампер-часа. И сколько там выйдет цифра, то значит у вас столько и будет ватт. Но нужно половину, чуть, ну не половину, где-то процентов 60 разряжать этот аккумулятор. Станцию можно с двумя аккумуляторами, контроллером и солнечной панелью, так что 450 ватт, можно собрать за 200 долларов сегодня, еще это реально. Вот, что касаемо, значит, всей этой... Опять хочет стираться. Ну, подождем, ладно. Небольшая просадка, вообще ерундовая. Может быть, просто еще что солнце ушло. У нас подотекала водичка. Да. Вот из-за этого просадка пошла. Ну, тучи вот реально откуда ни возьмись появились. Пошло с аккумуляторов. Как видите, когда панель работала, выдавала там приличный ампер. Сейчас как-то ерундово. Ну, все функционирует. Все. У меня стиралка не просаживается, если полноценно работает, значит, от солнца панель, то никаких просадок нет. Вот. Что касаемо, значит, подключения. Сюда мы можем 12 вольт подключать оборудование, то там ограничения, смотрите по инструкции. Инвертор я напрямую кидаю клемму минус на минус, плюс на плюс. Все остальные аккумуляторы подключены параллельно, так как было, чтобы больше ампер-часов, не последовательно, так как инвертор на 12 вольт. Хочу сразу, друзья, чтобы вы обратили внимание. Так, все, хватит тут стираться. Хочу, чтобы вы сразу обратили внимание, очень внимательно говорю, тот, кто захочет собрать себе станцию там, значит, на 24 вольта, у меня сейчас тут такой есть инвертор, который вот подписчик прям просил проверить. Я знал, что так делать нельзя, но я делаю все, что вы просите. И показал, что когда мы собираем здесь может на 24 вольта, значит, собрать аккумуляторы, последовательно подключить, он сам подстроится. И тут уже инвертор на 24 вольта. Но это 24-вольтовый инвертор. Когда я подключил, включил его, запустил, чтобы насосы там мощные запускать, он сгорел сразу же. Сейчас я покажу этот инвертор. Думал, где его положил? Вот же он. Вот такой вот инвертор. Вот 24 вольта. Как видите, тоже вот такие штуки ставлю, чтобы более мощные провода подключать. Потому что многие ребята спрашивают, почему у тебя запускают в болгарке такое оборудование похожее, у меня не запускают. Потому что, как видите, я беру два провода четверки. Можно 8 поставить, так будет лучше. Но я ставлю... Уже много лет ставлю так именно, оно вот стоит у меня уже вот так все работает. Единственное, что от солнечной панели вот так работает. Ну, везде надо ставить 4, это 280 ватт, то что здесь у меня тоже будет все меняться. Надо, чтобы 8 кабель был, потому что время сейчас нелегкое, постоянно нужно электричество. Вот, как видите, холодильники запускаются, просадка происходит. Значит, вот такое вот, по такой тематике подключать так нельзя, чтобы заряд шел на аккумулятор и был напрямую подключен инвертор. Он сгорит 100%. Это тот, что на 24 вольта. На 12 вольт, да, пожалуйста. Вот у меня вот такое вот оборудование никогда не подводило. Два таких вот инвертора. Вот. С перебойники, еще такие аккумуляторы. Кстати, аккумуляторы мне понравились за
более чем за 4 года, уже 5-й год, да, 5 лет. Вот эти аккумуляторы, именно Tenex, мне понравились больше, чем эти. Хотя эти тоже неплохие, их можно восстанавливать, у них доступ есть. Но эти меня вообще не подводили, я ими очень доволен, друзья. Вот. Поэтому здесь указано, что до 500 Вт на 12 вольт, до 700 там, 50 Вт на 24 вольта должна быть панель подключена. Оно все автоматически подстраивается. Указано занижено, потому что знают, что будет завышено. Это вот как здесь. У меня здесь сейчас панель валит, ну, в данный момент сейчас 5,3 ампера, потому что тучи на небе. Вот. Сейчас, может, солнышко появится, то до 11, до 14 ампер может вырасти. Тут оно уже просто все с годами стерлось, но здесь было указано, что до 500 Вт панель. И вот у меня она уже годами работает на 740 Вт. Так, что касаемо горячей воды, бойлера, сейчас я вам покажу еще интересную тему. Кстати, подписывайтесь ко мне на канал, у меня много полезной информации, оцените это видео лайком. Да, и есть вот такой вот вариант для того, чтобы нагревать воду или что-то помощнее запускать. Там, любое какое-то другое оборудование. Мощность данной солнечной панели 450 Вт. Ну, понятно, что она будет давать больше, это факт. Стоимость $100. Вот, кстати, имея вот такую солнечную панель, можно нагревать бойлер без любого какого-то вообще дополнительного оборудования. Просто солнечная панель напрямую. Все. Это на максимум выдает 56 вольт. Так, ну вот у меня мультиметр показывает 46,2 вольта. Вот у меня подключен сейчас напрямую TEN. Он нагревается, он уже горячий. Вот, прямо вот к автоматам защиты вот так его подключил, вот так вилку скрутил. Так можно делать. Вот, у нас провод. И возвращаемся пока к теме. Значит, заземлять, не заземлять. Рассказываю. Официально 50 вольт не является опасным напряжением для человека. То есть свыше там уже 60, там, ну там 65-70 уже понеслось, это уже может трухануть. Вот. Все, что выше 110 вольт, это уже поражение. Вот показываю, вот он у меня работает, я берусь вот пальцами и ничего не чувствую. Но разве что он очень горячий сейчас. Я сейчас на него капну. Видите, да? То есть он нагревается при любых обстоятельствах. Бойлер вот так напрямую подключайте, да, индикация не будет, лампочка гореть не будет. На часов так 5-6. Больше нельзя, ну при этом, чтобы он не очень был горячий, чтобы он остыл, вы включаете на часов 5-6, потому что реле не будет срабатывать, чтобы его отключать, бойлер, к сожалению. То есть он будет греть, ну вы понимаете, он греет причем прилично. То есть вот еще раз показываю для общего понимания. Все шипит. Наш пар, видите, какой пошел? Вот, смотрите, друзья. Мы видим, да? Такие вот искорки. Видно, да? Вот мы его включаем. Вот, показываю. Беру мультиметр. Показываю, что у нас здесь солнечная панель работает. Вот она у нас. То есть здесь напряжение чуть больше показывает, чем здесь. Почему? Потому что ну, как бы здесь потери уже идут на тене самом. И сразу говорю, к бойлеру я использую провод 4. Вообще вот, ну, тут в данном случае я сейчас для эксперимента чисто показываю, тут 1,5 провод. Это ерунда, делать так нельзя, греется быстро. И потери плюс. А так 4 включайте, и проблем нема. Бойлер себе греется потихонечку там до 5-6 часов, и он будет полностью ну, вот горячая вода будет. Хочу, чтобы вы обратили внимание, что данный TEN у нас на 230 вольт рассчитан. И он мощностью 1 киловатт 950 ватт. Короче, 2 киловатта. Видите, 1950 ватт. А, как правило, в бойлере стоит TEN, ну, 1,5 киловатта, там 1500 ватт. В моем случае 1400. Вот.
большая панель выдает 744 ватта. Это, ну, по номиналам указано, что 450 ватт это ее, типа, номинал. Но по факту 14 ампер выдает, и там 50 с чем-то вольт, 56, что-то такое. И я насчитал, то есть мы вольты умножаем на амперы и получаем ватты. И причем в половину мощности, даже там до половины не дотягивает. Как видите, ТН классно греется. Друзья, лично мое мнение, вы как хотите, но я показал все на деле. Мое мнение такое, что 20% оно съедает, а не 20% дает. Да, шум-контроллеры, к сожалению, сжирают мощность там 20-30% спокойно. Но своих 70-80% мощности выдает. Все фиксируется на счетчик. Это сумма, за которую уже никогда не заплачу. То есть то, что нагорело от солнечной панели, это не государственное, если что, электричество. Это мой счетчик, который фиксирует все, что будет браться отсюда, употребляться. Спасибо за просмотр.